Эта история произошла с обычной женщиной, которая приехала из Франции в Нью-Йорк со своей семьей. Женщину зовут Карин, она работает в сфере туризма и знает об этом городе очень многое. Карин давно мечтала побывать в Нью-Йорке, и когда выпала такая возможность, она понимала, что эта поездка станет незабываемой. Но в тот момент женщина еще не подозревала насколько. А как лично вы относитесь к бездомным? Помогаете ли этим людям, или же просто проходите мимо, опустив полглаза? Мы часто видим бездомных людей, идущих по улице, сидящими на земле, пытающиеся согреться в вестибюлях метро или подъездах жилых домов. При этом кто-то из нас относится к этому с пониманием, кто-то пытается просто не замечать их, а кто-то и вовсе испытывает к ним отвращение. Бродяга– это пустое место. К таким людям относятся как к лишнему элементу социума, уводя взгляд в сторону, когда замечая такого человека на улице. И бывает совершенно не хочется видеть лицо нуждающегося в подачке, стараясь поскорее покинуть зону дискомфорта, который нищий создает своим прошением. У всех нас свои заботы, кто-то спешит на работу, обед или на встречу со своими родными и друзьями. Но как бы там ни было, а героиня этой истории на практике показала, что даже несмотря на жестокость современного мира, но все же в нем остается доброта, сочувствие и милосердие. Да вот только она и понятия не имела, кто же стоит перед ней. И так уж получилось, что этого бедолагу знает весь мир. Но обо всем по порядку. Однажды Кэтрин вместе со своей семьей приехала из Франции в Большое Яблоко, для того, чтобы весело провести свое время. Во Франции женщина работает в сфере туризма, и она уже очень давно мечтала о поездке в Нью-Йорк, и этот отпуск должен был стать для нее просто незабываемым. К слову, так и случилось. Во время очередной прогулки по шумным улицам города, Кэтрин вместе с 15-летним сыном и мужем отправилась в ближайшее кафе, где они заказали себе пиццу. Все было просто замечательно, пицца была вкусная, а настроение отличное. Но вдруг взгляд женщины пал на бездомного, который рылся в мусорном баке, расположенном у самой пиццерии. Кэтрин сразу же заметила беднягу, а также заметила огромное количество людей, которые просто спешили по тротуарам и не обращали внимания на побитого жизнью мужчину. Как говорила позже сама женщина, в тот момент мне стало его очень жалко, и от сочувствия у нее сжалось сердце. В общем, не думая ни минуты, Кэтрин взяла большой кусок пиццы и направилась к бездомному, который в тот момент как раз доедал что-то из урны. И, подойдя к нему ближе, вежливо вручила пакетик с едой. Через 2 дня Кэтрин со своей семьей завтракали в небольшом кафе возле гостиницы. И какое же было удивление семейства, когда сотрудник отеля принес ни о чем не подозревающим туристам из Франции свежий выпуск газеты «Нью-Йорк Пост». А там на главной странице было ее фото с бездомным. Как вспоминала сама Кэтрин, я не могла понять, что происходит, и как это фото могло оказаться в газете. Мы все были озадачены этим вопросом. Но дальше произошло невероятное. Сотрудник отеля спросил, мы правда не понимаем, кто на фото, и когда мы ответили нет, то он открыл нам глаза. Как оказалось, бездомный, который рылся в мусорном баке, был никто иной, как голливудская звезда Ричард Гир. Но как такое может быть и что он там делал, наверное, спросите вы. Все очень просто. На тот момент в Нью-Йорке проходили съемки фильма, где Ричард Гир играл бездомного. Сцена у мусорного бака, в котором он рылся, чтобы добыть себе еды, была частью фильма. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.